Мы идем по тому самому коридору на выход. И вот такой вот паром, на котором мы приплыли. Вот он огромный. Ну вот, мы уже выходим из портовой зоны потихонечку, но в этот раз на автобусе мы не поедем. Хотя тут их много. Да, автобусы здесь стоят очень дорого на одного человека. Наверное, покажу внизу экрана, сколько это в евро. По-моему, что-то около 3,60 или 3,80 евро с носа. По дороге мы встретили вот такой вот деревянный спортзал. Вот такой вот спортивный комплекс, где все играют в футбол, все бегают и прочее. Классно, все для людей. Кстати говоря, вон там уже шпили старого города видны. В общем, смотри, дружище, это оказался футбол. Футбол в таких вот надувных шарах, наверное, интересно. А с этой стороны молодежь стреляет из лука. Ну, я надеюсь, что не по бегунам, а по мишеням. Очень антуражненько выглядит эта улица и ведет куда-то наверх. И там какие-то старые здания на заднем плане. Ну вот, мы потихонечку вышли к речке. И вы не поверите, прямо на дороге стоит автомобиль Tesla без номеров. И вот так вот выглядит набережная. Но я знаю то, что здесь есть еще одна набережная. И, конечно, шведы очень часто используют вместо общественного транспорта очень дорогого, они используют велосипеды. Здесь на них катаются очень много народу. И для них организованы специальные велодорожки. Иногда бывает так, что чуть не врезаются в пешеходов. Ну вот, я решил показать тебе, дружище, эти яхты вблизи. Вот, смотри, как они выглядят. Сиеста называется она. Ну, такая антуражненькая, конечно. Для брутальных парней тут есть такой вот катер гоночный. И уже более современные аппараты. Уже, кстати, покрытые паутиной немножко. Видимо, редко используются. Все как надо, все очень красиво. И, наверное, очень дорого. По всему городу стоит очень много мусорников. И на улице идеальная чистота. Швеция и непосредственно Стокгольм – это очень чистый город. Велики валяются непристегнутыми и безо всякой охраны. Мне кажется, то, что воровство здесь не развито. А если есть, то наказывается очень строго. Ну что, значит, мы выяснили, что на 3 дня взять вот такой вот велосипед стоит 160 шведских крон. В принципе, это нормально, учитывая страшную цену на общественный транспорт. Вот такой вот экскурсионный автобус обойдется вам в 30 евро с человека за день. Ну вот, достопримечательности уже начались. В принципе, до этого центра города, Спарта, мы дошли за 30, наверное, минут очень-очень-очень медленным шагом. Напомню, что автобус тут стоит где-то 4 евро на человека. Всадник возле музея. И вот сам музей. Добро пожаловать. Вот он такой очень огромный. И старое-старое здание в таком вот скандинавском стиле. Выглядит, конечно, грандиозно. Как видите, что сосисочка в тесте стоит 30 крон. Очередная яхта в деревянном стиле. Тоже, конечно, выглядит она супер. Ну и кораблик под старину. Ну вот, зашли мы в такую маленькую кафешечку на бережку. И я себе взял вот такой напиток фанта местный. Я сейчас буду его пробовать. А также вот такое вот мороженое. Смотри, стаканчики. И заплатил за эти 2 товара 6 евро. Химия, конечно, но вкусно. Давно хотел попить фанту.
Значит, прогулка по этой замечательной реке стоит 200 крон на одного человека. Это 20 евро, считайте. Итак, дорогие друзья, значит, это бесплатный музей. Представляет из себя два кораблика, вот этот вот и вот этот вот, которые можно посетить абсолютно бесплатно. Расположен, кстати, рядом с Васа-музеем. Ну все, пожалуй, начнем вот с этого корабля. И добро пожаловать на борт. Все, поднимаемся вот по такому трапу. Все достаточно безопасно. Корабль очень старый. Что будет, если позвонить? Специально привязано, чтобы туристы не звонили в этот колокол. Мы туда еще зайдем попозже чуть-чуть. А пока давайте посмотрим на эти замечательные пушки, которые направлены на то место, где мы сейчас сидели и кушали мороженое и пили фанту. На носу этого корабля можно смело поиграть в Титаник. И вот такой вот шикарный вид открывается с его палубы. Вот, кстати, та самая кафешка, где мы уже покупали мороженое. По размерам он очень-очень-очень небольшой. Ну все, настало время посетить капитанский мостик. Давайте пойдем. Ну вот как-то так. Я вижу то, что тут все рабочее, как минимум сигнализация. Ну шикарно, конечно. Вот такая вот рубка, такой вот капитанский мостик. Разумеется, ничего уже не работает. Полный вперед не включить. И в машинную секцию не сообщить. И вот такой вот вид открывался капитану, когда корабль был в открытом море. Ну что, штурвал крутится? Так, здесь у нас флаги различные. И рубка радиста. Вот так вот она выглядит. Так, надо посмотреть, что у него расположено внизу. Ступеньки очень крутые, и главное тут не свалиться. Поэтому очень пьяным туристам я не рекомендую посещать это место. Здесь у нас кроватки, какая-то лампа. Ну, вот такая вот каютка. Очень все аккуратненько. Иллюминатор. Плещется вода. Ну, очень маленькая каюта. Ну, в принципе, жить здесь можно. Здесь у нас расположена цепь для якоря. И какие-то непонятные приборы. Ну, это нос корабля. А здесь у нас ванная комната. Настоящая кухня с кучей посуды. Конечно, столовая. Вообще на корабле оказалось достаточно много места. В принципе, долгие месяцы в плавании пережить здесь можно. Так, и наконец, еще одна каюта. В принципе, тоже мало места, но достаточно уютно. Здесь уже каюта какого-то, наверное, офицера с раковиной. VIP-каюта. И, скорее всего, капитанская каюта. Ну все, вот такой вот интересный экспонат. А мы идем на следующий корабль. Ну все, на корабль мы пробрались. И огромный корабельный нос. Вот по этим вот лестницам когда-то матросы забирались на мачты. Достаточно высоко. Где-то там капитанский мостик. Ну вот, такая вот корма у этого корабля. Куча столиков и непонятно для чего тут стоящих. Ладно, лезем, наверное, наверх. Отдраенная палуба. И, конечно же, красивый вид. Что тут у нас? Это life jacket. Life jacket, да. Ну, нормально, пускай лежат. Кому-нибудь они, наверное, пригодятся.
Давайте посмотрим. Капитан. Так и написано. Ну и, конечно же, закрыто. Ладно, полезем вниз. Очень антуражная каюта, где собиралась команда. Шикарный вид на бухточку, где мы гуляли. И давай посмотрим, что тут расположено. Опять не работает, конечно же, ничего тут. Потому что что-то не трогается. Даже крутить нельзя колесо. И радар. Все зафиксировано. Что у нас там? Рубка радиста? Да. О, парковка тут стоит 15 крон за час. Я не сказал бы, что это очень дорого для центра города. Вообще сейчас примерно 2 часа дня, а машин тут совершенно нет. И еще я вам скажу, что транспорт тут тоже ездит полупустой. И огромное количество человек тут бегает. А вот исторический музей Стокгольма. Кстати говоря, вход в него абсолютно бесплатный. А тут у нас костюм очень-очень жирного дворянина. И огромные сапоги с ботфортами. Скорее всего, в то время были очень модные. Так, давайте проверим этот меч на остроту. Слушайте, да? Он острый. Такими убить можно. Смотрите, вот это все вырезано из дерева. Кстати говоря, в этом музее всюду висят вот такие вот стульчики мини, которые можно с собой носить. И если ты устал, можно вот разобрать и сесть туда. А вот это настоящая лодка викингов. И вообще, весь этот зал, вся эта выставка посвящена именно им. Жалко, что у нас было мало времени, и мы не смогли посмотреть все полностью. Вообще автопарк в Стокгольме шикарный. Машины очень дорогие, новые. Кстати, Volvo, она же производится в Швеции. Да, в Чехии Шкоды, да, ну она же там производится, да, ну логично. А еще здесь очень много машин Tesla. Они дорогие и электрические. Вот такой вот тут интересный дизайн зданий. Такой скандинавский стиль. Не, прямо. А это обычный стокгольмский жилой дом. Такой очень аккуратненький. Все классно. В Стокгольме очень много ресторанчиков с различными китайскими, вьетнамскими и турецкими блюдами. И они гораздо дешевле, чем скандинавские традиционные. Вот такое вот такси. Такси здесь вообще ездит очень много, но по слухам минимальная цена, которую вы заплатите, будет 30 евро. Вот, парикмахерская вам, пожалуйста. Цены где-то 500 крон. Суши-бар. Давайте посмотрим, сколько стоит суши. Ну, все в районе 80-100 крон. Ну все, возвращаемся на паром. Времени давалось нам погулять всего лишь там 3-4 часа. Это очень мало. И главное не опоздать. Кстати говоря, цены на бензин в Швеции вот такие вот. 95-й бензин 13 крон, а дизель 12 крон. Почти 13. Ну, вот эта вот остановка автобуса. Здесь останавливается первый маршрут, на котором можно доехать до центра города. Ну, стоит это, сами знаете, сколько. И вот вход непосредственно в терминал, в порта.